Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, это лето надежд, июнь, июль, август. И как именно это время года повлияет на вас. Ну что, как говорится, весна возможностей у всех прошла по-разному. Кто отважился на те самые возможности, это хорошо. Кто отсиделся на скамейке запасных, ребята, ну, каждый делает свой выбор сам ежедневно. Конечно же, скажу так, что для вас, в принципе, дорогие козероги, это лето, оно, ну, я назвала, конечно, серию этого видео «Лето надежд», но для вас один из благоприятных гороскопов в целом. Есть, конечно, некоторые моменты на небе, которые будут вас тормозить, отрезвлять, которые будут на мысли правильные наставлять, да, но здесь история, конечно же, чем больше вы реализуете возможности в это лето, тем мягче и приятнее будет у вас осень. Осень у вас будет сложнее, чем это лето, хотя не все лето будет настолько благоприятно и благополучно. Все-таки есть моменты, в которых необходимо будет потрудиться. Но, как говорится, вы козероги, и те козероги, кто живет по солнцу, смотрит козерог, ну, то есть козерога солнечный гороскоп, да, поэтому здесь история того, что у вас не будет сложно настолько, у вас будет продуктивно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, будем разбираться в этом лете. Да. Ну что, у нас начало июня, как, собственно, я говорила, до новолуния 6-7 июня продолжаются все те приятные, гармоничные, неотягощенные аспекты на небе, момент, который необходимо трудиться. Хорошо, получится прекрасно, потому что, собственно, два ваших управителя в прекрасных гармоничных отношениях ко всем аспектам. Трудитесь, развивайтесь, делайте, внедряйте. До конца месяца у нас еще в директном движении Сатурн, поэтому все проекты направлены на освоение нечто нового, новых территорий, более интересной такой масштабной выручки. Дерзайте, делайте здесь. Все, как говорится, будет с вами. Не обещаю вам оголделую удачу, но неожиданно залетевшие проекты, особенно у тех козерогов, кто родился в конце козерожьего периода, в этом июне, да и, собственно, в это лето будут двигаться у вас хорошо. Итак, моменты, которые я бы выделила в июне, да, конечно, в конце видео прикреплю ролик гороскоп на июнь для козерогов, там, конечно, тоже есть полезная информация, посмотрите, если располагаете временем. И, конечно же, напряженный момент, который будет, это у нас, конечно же, летнее, я бы так сказала, солнцестояние 20-21 июня. Почему две даты? В западном полушарии это 20 июня, в восточном это уже 21 июня. Этот день длится, как правило, сутки. И здесь история того, что у нас Солнце вступает в знак Рака и наступает, я бы так сказала, напряженный именно эмоциональный момент. То есть здесь история того, что ничего экстраординарного, такого фатального не будет происходить для вас. Конечно же, понимаем, что на планете 700-800 миллионов козерогов, все рождены в разное время, в разном месте, разные возрасты у всех разное воспитание, уровень жизни. И здесь у кого просто уровень выживаемости, эмоциональный интеллект, я бы так сказала, выше, да, тем будет как-то проще, как-то хорошо, потому что Солнце, вступая в знак Рака, естественно, тянет за собой и Венеру, и Меркурий. Это все добро будет в Раке. И здесь, конечно же, эмоции, и здесь, конечно же, переживания. Вообще, в принципе, и солнцестояние, и следом за ним 22 июня будет у нас, конечно же, полнолуние. И это полнолуние будет в Козероге. Напряженный, в принципе, день, но напряженный эмоционально. Здесь история того, что держите эмоции под контролем для того, чтобы у вас получилось. Если будете вкладываться в работу, будет хорошо. До полнолуния прекрасное время для работы, активности, изменения места работы.
настройка на будущее, запуска новых проектов, даже поездок, даже путешествий будет складываться это время хорошо. Конечно же, обращайте внимание на личные транзиты персональные, потому что понимаете, да, что я рассказываю общий гороскоп для козерогов, и здесь, конечно же, для всех одинаково быть не может, ребята. Это такая, нет универсальной таблетки. Идем дальше. Последняя неделя июня у нас останавливается Сатурн, ваш управитель. И здесь, конечно же, кто владеет энергиями Сатурна, тем будет попроще. Кто продолжает смотреть мои гороскопы там, по Луне или по асценденту, здесь, ребята, история такова, что если у вас проигрывается по асценденту там, или по лунному, да, гороскопу больше жизнь, тогда сложнее вам будет переживаться этот момент, потому что все-таки, если вы смотрите по Козерогу, и у вас все срабатывает, то есть в эти моменты вы управляете своей жизнью, включаются рычаги особо у вас, да, вы понимаете, что сейчас время прям подъема, не сидите сложа руки. И здесь история того, что эта неделя разворота Сатурна, 30 июня разворачивается Сатурн, и вот эту неделю последнюю, июньскую, у кого-то затормозятся проекты, у кого-то наоборот ускорится, кто-то наоборот что-то внедрит. И здесь все зависит от личной силы и, еще раз говорю, эмоционального интеллекта, потому что у нас, конечно же, уже личные планеты, это Солнце, Меркурий и Венера, они перешли уже в Рак, и здесь, конечно же, и любовная сфера будет такая история очень эмоциональная, и разговоры уже будут более душевные, не интеллектуальные, не нацелены на работу, я бы так сказала, да. Плюсом у нас в начале июля, с 3 июля у нас разворачивается Нептун. Нептун — это всегда эмоциональная планета. И, конечно же, хоть Нептун и будет делать, я бы так сказала, благоприятный аспект, особенно к тем козерогам, кто родился в последние 5 дней козерожьего периода, да, то есть это в районе 20 января, здесь история того, что, ребят, хорошо будут идти работы по вдохновению, работы, которые творческие, кому-то захочется переехать, поехать отдохнуть, расслабиться, тоже, в принципе, нормальное время, не должно быть никаких проблем, заминок, хлопот и тому подобное, да. Идем дальше. 6 июля у нас новолуние, и оно будет в Раке. Я бы так сказала, это история того, что это тот момент, когда необходимо будет задуматься, да, кто вы, про что вы, зачем вы, куда вы, для чего вы, ваша личная жизнь, ваши переживания, каковы они, те козероги, которые родились в первой декаде, да, вот этого козерожьего времени, то есть декабрьские козероги и немножко начало января, да, то есть здесь история того, что вы словите себя на том, ваша семейная жизнь, ваша личная жизнь, ваши переживания на эту тему, чего вы достигли в этой сфере, насколько она успешная, по вашему мнению, потому что козерогам очень тяжело дается личная жизнь, построение семейных отношений. Здесь очень много заморочек на эту тему, здесь очень много сбитых фокусов, особенно если вы отрицаете историю официального брака. Конечно же, очень странно, когда козерог отрицает историю официального брака, являясь абсолютно официальным, четким, следующим всем документам знака зодиака, следующим всем законам. И здесь, конечно же, стоит уже задуматься о том, на самом-то деле в голове правильно работают все мысли. И здесь история того, что, ребят, вот это, пожалуйста, июльское новолуние начнется таким точкой отсчета ваших внутренних мыслях и переживаниях на эту тему, потому что, да, любовь, карьера, переживания в плане не просто своих душевных качеств, да, до этого, если, конечно же, время дойдет, да, но силу для карьеры своей вы черпаете все-таки в семье.
И вот когда вы к этой мысли придете, что если у вас эта сфера провисает, там нет тех самых эмоций, которые вам нужны, тогда карьера ваша не на том уровне, скорее всего, который вы себе ее представляете. Поэтому здесь, чем быстрее вы придете к этой мысли, кармические узлы, конечно, подтолкнут вас к этому осознанию, кто-то встретит свою половинку наконец-то, кто-то наконец-то поймет и захочет со своим партнером пойти в новое, кто-то захочет в ребеночка, кто-то захочет разойтись, но это все-таки не сейчас, если мысли все-таки о расходе у вас будут, то есть если вы понимаете, что эти отношения ведут в никуда, они вот без будущего, тогда, конечно же, эти отношения, ну, то есть нужно красиво расстаться и все. Если же вам придет такая эмоциональная история расстаться, потому что все плохо, почему говорю про расставание, потому что сразу после новолуния, с 7 июля, Венера будет в оппозиции с Плутоном, и продлится это добро до 18 июля. И здесь захочется, конечно, такого уже более жесткого расставания, да? Но при этом, как я всегда люблю говорить, ну, собственно, оно так и работает. Здесь можно расстаться, да, обвинить всех вокруг, обвинить партнера и расстаться. Это самый простой вариант. Точно так же этот аспект Венера-Плутон в позиции – это сложный эмоциональный аспект, который разрушает старые привычки в том числе. Старые привычки, которые мешают не только в любви, да, но и в деньгозарабатывании в том числе, потому что Венера отвечает за ту работу, которая нам нравится, мы ее выполняем, за любовные отношения, за деньги в том числе, за финансы, которые приходят от работы, которая нам нравится. И здесь, конечно же, ребят, понимаем, что слабые расстаются, сильные с этим аспектом начинают работать, начинают разговаривать, начинают договариваться, начинают понимать, что они хотят, куда идут. Этот аспект, если он у вас есть в вашей натальной карте, Венера в оппозиции с Плутоном, это аспект бизнесменов, большого бизнеса. Да, вы мне скажете, что это очень большой, напряженный, тяжелый и сложный аспект, аспект абьюза, аспект больших финансов, больших крупных бизнесов. И у всех карт тех людей, которые очень хорошо зарабатывают, вы увидите этот аспект в натальной карте на самом деле. То есть человек родился с этим запалом, он с детства с ним живет, и этот человек умеет выдерживать сложные эмоциональные, любовные нагрузки. При этом эти нагрузки с годами его не ломают, закаляют, он понимает, что это все решаемо, причем решается это все душевно, я бы так сказала, по-мирному, потому что любовная сфера – это не та сфера, где можно манипулировать и, ну, там, как-то договориться документационно, да, потому что, казалось бы, что если даже мы подпишем какие-нибудь брачные договора, они будут у нас как-то оберегать, это все иллюзия, ребят. Вообще иллюзия вот такой гарантии по жизни, да, только в доверительных таких мощных отношениях, и мы с вами, собственно, все в этот мир идем, доверительных отношений, когда договора не будут настолько важны, сколько связи, и личные отношения будут, конечно же, править миром. Поэтому здесь учитесь на этом аспекте, это прекрасный аспект и заработать больше, и эмоции, которые сложатся у вас в личной жизни, если вы будете за них бороться, особенно если вы понимаете, что с этим человеком вам хорошо душевно, что вы хотите с ним обниматься, что вам с ним просто классно проводить время и, в принципе, идти в самые тяжелые, сложные ситуации по жизни, если это ваш тыл, тогда вот это понимание сознания и вот эти 2 недельки с 7 июля по 18, конечно, там еще плюс-минус 3 дня можно докинуть с каждого дня, вот и получается у нас достаточно, я бы сказала, да, такой период в 2 недельки. Пробуйте, поднимайтесь на новый уровень, не пасуйте, не сдавайтесь, не разрушайте семью, отношения на этом аспекте, потому что соблазн, естественно, будет велик. Плюсом 7 июля и точно так же у нас до 18-20 Марс в соединении будет с Ураном, все это добро в Тельце. Поэтому да, нового ничего не скажу, все то, что говорила последние пару минут. Здесь аспект либо разрушить отношения, повести себя инфантильно,
либо же точно так же можно эти отношения разрушить и в бизнесе, либо же поднимаемся на новый уровень, работаем, потому что и Марс, и Уран, они находятся в Тельце, знак, который любит жить хорошо, красиво, который за стабильность, который за финансовую стабильность, и жить не просто вот так роскошь пулять в глаза, а здесь, конечно же, подняться в уровне своего материального благосостояния. Ну и все эмоции, которые, естественно, придут к вам на помощь в этот момент, все идеи внедряйте. Это для тех, кто родился в третьей декаде знака зодиака Козерог. Поэтому, ребята, здесь, конечно же, июль месяц, который принесет очень много эмоций, осознаний. Закрепится это все 21 июля. Полнолунием, еще одно полнолуние в Козероге, но уже в соединении с Плутоном. И здесь, конечно, будет мощно, здесь эмоции будут выходить за грань. Почему нет? Вам иногда нужно побыть такими не сухарями, а достаточно эмоциональными, и здесь будет для вас все хорошо. Действуйте, дерзайте, не останавливайтесь, боритесь за свою жизнь, потому что июль, я бы так сказала, для вас такой месяц возможностей. Июнь попроще, такой, когда можно расслабиться. Июль, он уже посложнее. Но скажу вам, это будет не та нагрузка в работе пахота, где надо трудиться и трудиться. Нет, это нужно доставать из себя все то, на что вы раньше не могли замахнуться, не могли себе позволить, стать где-то отважным, открыть новые свои черты, грани, повести себя как-то по-новому. И тогда июль для вас запомнится месяцем очень интересным, финансовым, прибыльным, когда вы получите очень много плюшек. Идем дальше. Ну что, мои дорогие, с конца заканчивается у нас полнолуние, конец июля, финальная неделя, и у нас съезжается квадратура Меркурий-Уран. И если вы меня спросите в это лето, когда хорошо, прекрасно учиться, обучаться, переобучаться, сдавать экзамены, хорошая неделя. А Меркурий вообще, в принципе, та планета, которая любит напряжение, а напряжение от Урана — это, в принципе, все гениальные мысли, идеи, проекты, планы в том числе. Внедряйте и делайте. До 5 числа будет эта квадратура работать, но здесь, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. 4 августа, извиняюсь, 4 августа у нас новолуние. Новолуние будет во Льве. Все те, кто смотрит меня еще со львовским мотивом, Луна во Льве или асцендент во Льве, здесь, конечно же, вам будет классно в этот день. Такое будет ощущение праздника, радости, потому что и Солнце, и Луна, они будут во Льве, в соединении. Такая здесь эмоции, энергии на то, что все вроде бы хорошо, еще в секстиле с Марсом, с Юпитером, когда вот прям вот все хорошо и нет ничего вроде бы отягощающего, кроме как Венера в квадратуре с Ураном. Здесь история опять тех самых историй, но уже если вы не выдержали июльского напряжения, июльскую нагрузку в отношениях, в том числе и финансов, тогда, конечно, здесь начнете проседать. Особенно если замахнулись дерзко и немножко не рассчитали по силам. Замахиваться дерзко – это хорошо. Я всегда считаю, что нужно брать амбициозные позиции. Лучше иметь характер, чем не иметь его вовсе. Да, так сложнее по жизни. Никто не любит людей с характерами, никто не любит амбициозных. А что делать? Миром все-таки правят и идут к развитию, ведут к развитию всю планету. Это амбициозные люди. Поэтому здесь, конечно же. Но работу берите по силам. И если здесь начнете провисать, понимаете, что сделали не так. Делайте работу над ошибками. И самый благоприятный для этого момент — договаривайтесь. Понимаете, что всегда можно договориться. 4 августа у нас новолуние во Льве. Казалось бы, приятный, благоприятный, радостный день, но в последние часы новолуния, это уже будет 5 августа, у нас новолуние всегда длится сутки, уже с 5 августа у нас включается ретроградный Меркурий. Да, ребята, вот он сам и к нам пришел.
который при этом в далекой, но все-таки в квадратуре с Ураном, в соединении с Венерой и в Деве. Все-таки Меркурий в Деве, и это такая сложная история для личных отношений, да, потому что будете выискивать, я бы так сказала, все недочеты в своем партнере, либо это прекрасное местоположение для того, чтобы искать все недочеты в своей работе, сделать работу над ошибками, потому что Дева тот скрупулезный знак, который все-таки, ну, это, во-первых, земная стихия, вам, Козерогам, абсолютно понятно, и здесь история того, что необходимо все-таки посмотреть здраво и трезво, что вы делаете не так, что вы не доделаете, для того, чтобы это исправить. И, конечно же, начинается история того, что до 15 августа ретроградный Меркурий будет еще в Деве, а потом перейдет во Льва. И здесь уже такая не совсем-то приятная история, потому что во Льве ретроградный Меркурий, он такой немножко оголделый, очень позитивный, когда сложно настроиться на работу, хочется проводить праздный образ жизни. Но здесь, я бы так сказала, такая небольшая загвоздочка. Да? Ретроградный Меркурий вообще у нас будет бушевать с 5 по 28 августа, ну, фактически до конца августа, да, и последние свои 2 недели он проведет во Льве, поэтому здесь, конечно же, будьте аккуратны в сказанных действиях и словах, потому что на момент всей вот этой ретроградности Меркурий будет в квадратуре с Ураном, и это будет четкая квадратура, да, то есть в нулевой градус, и здесь, конечно же, можно расстаться, можно поругаться, можно, вот если гордыня слишком высока, да, амбиций слишком много, и они не находят выхлоп, то есть если эти, как я говорю, амбиции не подкреплены реальными действиями по жизни, а это только мечты, планы, проекты, и я когда-нибудь это сделаю, тогда, конечно, будет сложно. Если вы в этот момент активно работаете и внедряете, будет хорошо, будет легче. То есть вам будет мало времени для того, чтобы с кем-то ругаться, конфликтовать, находить вот эту вот историю, вытеснить эмоции куда-то. То есть если у вас есть план работы, вы будете делать. Хорошее время для работы, плохое время для выяснения любовных отношений, вообще в принципе отношений. Будьте внимательны, аккуратны за рулем, особенно с 15 по 28 августа, потому что Меркурий ретроградный в квадратуре с Ураном невнимательны абсолютно. Еще когда Меркурий в Деве, внимательность присутствует, проверяйте документы, все будете находить хорошо. А во Льве, когда Меркурий, перепроверяйте тщательно документы, если собрались что-то подписывать в этот момент, будьте внимательны и аккуратны, потому что авось не пронесет, ребята. И здесь такая история, она достаточно грубоватая. Что еще у нас ждет в августе? Здесь, конечно же, история того, что хочу сказать, что будет все очень классно, безобидно и хорошо. В мире вторая половина августа сложные события. И здесь, конечно же, понимаем, что жизнь она такая, растем, движемся, идем вперед и готовимся. Я бы все-таки на август максимально бы внедрила историю с работой. Почему? Потому что, забегая вперед, осень, в начале сентября, 1 сентября, да, у нас с вами разворачивается Уран. Дорогие Козероги, это ваш второй управитель, который отвечает все-таки не за продуктивную, а такую некую легкость в движении, в характере, в работе, в запуске каких-то новых неожиданных проектов, новых взглядов на жизнь. Он разворачивается в ретроградное движение 1 сентября. И здесь все можно было бы сказать, что все отлично, ну ладно, разворачивается себе Уран. Так у нас еще в эти же числа, чтобы не быть голословными, Плутон, который развернулся 2 мая, он у нас вот шел по Водолею и наконец-то дошел, ну это не наконец-то, конечно, да, момент так себе, наконец-то дошел до знака зодиака Козерог. И то есть 1 сентября он входит
в знак Козерога. И, естественно, вот эта последняя неделя августа, она будет напряженная вообще, в принципе, для всей планеты, да, для событий, для эмоционального фона. И здесь, конечно же, понимаете, что если вы твердо стоите на ногах, у вас получается внедрить все то, что вы можете. Плюс еще, естественно, с разворотами таких сложных планет еще и ретромер к доходе, да, слава богу, развернулся, да. Но все-таки вот несколько дней вот эта накладочка и последняя неделя августа, она получается такой смазанной. И она получается не такой легкой. Она, естественно, не будет такой легкой для тех козерогов, кто родился в последние дни вот периода Козерога. То есть это 20, 19, 18. То есть здесь жизнь заставит брать мощные и сложные нагрузки, потому что в ваших личных транзитных картах Плутон будет делать соединение к вашему Солнцу. И здесь про что история? Естественно, отсылочка у мужчин, это сразу к папе. Где вы папу не понимаете, не принимаете, хотите как-то, ну то есть вот эта вот история с отцом, почему в вашей жизни нету тех самых финансов, бизнеса, власти, которую вы хотите, потому что, будем честными, Козерог — это знак зодиака, который стремится к социальному статусу, к высокому, не низкому, не среднячковому, а высокому, да, будем честными. И здесь, естественно, борьба за власть, за выживание, за финансы, борьба за владение миром в том числе. Почему вы не можете к этому прийти? Здесь, конечно же, ищите вопросы, насколько вы понимаете, принимаете отца, просто понимаете, что вы стопроцентная его копия, сразу, быстро, да, облегчаю ситуацию, решаю. Вы стопроцентная копия своего папы, и если у вас в жизни вот нету того, чего вы хотите, а вы хотите много, да, сразу давайте без вот этого, да мне много не нужно, я вот веду аскетичный образ жизни. Ребят, не верю. Поэтому здесь сразу понимаете, какого птицевого полета, и просто берите максимальные нагрузки. И обстоятельства, которые будут стекаться к концу августа, начало сентября, эта история, конечно же, про то, что еще это будет идти весь сентябрь. Поднимать нагрузки, поднимать свою планку. Да, будет тяжело, но вы, в принципе, не легкий знак зодиака. То есть нагрузки делают вашу жизнь такой, какой она должна быть вообще в принципе. Поэтому здесь, дорогие мужчины, козероги, не надо пасовать, не надо волноваться. Для урегулирования всех других сфер вашей жизни, даже для отдыха, у вас есть время в том же июне для любовных отношений, то есть подготовить себе почву для осени, которая придет, это июль. Ну и в августе, конечно же, работа, максимальные все силы сюда. Сложнее, конечно же, женщинам-козерогам, особенно те, кто родился в эти периоды, которые я только что сказала, потому что женщинам-козерогам вообще, в принципе, с таким характером, с такими картами сложнее жить, потому что, особенно если вы находитесь в возрасте, и мужчин, и женщин, в принципе, 36-37 лет, ну как 37 вам уже в 7 лет, и здесь история 37 будет, да, вам еще лет, и здесь история того, что и кармические узлы наступают на пятки, да, у кого-то уже они прошли. И здесь история как раз-таки вот этого разворота Плутона, который будет вас поднимать. Мощные события по жизни мировые, они непростые, но закаляют, заставляют двигаться. И это хорошо на самом-то деле. Поэтому, дорогие женщины-козероги, если вы решили расслабиться осенью, нет, перенесите все свое расслабление лучше в начало лета, потому что на самом деле это будет такой более гармоничный период. Конец лета, конечно же, будет более напряженным. Спланируйте семью, работу, дело своей жизни. И здесь, конечно же, повышайте свои нагрузки, уровень своей работы, в том числе профессионализма, и тогда будет хорошо. Дорогие мои любимые козероги, хотела бы сказать, что будет очень благоприятное лето для вас, но на самом-то деле, посмотрев на вот такой общий гороскоп на все 3 месяца, скажу, что по сравнению с другими знаками зодиака у вас достаточно гармоничный гороскоп. Не все знаки могут таким похвастаться. Но с учетом того, что вы все-таки сложный знак, что вы все-таки по жизни всегда продвигаетесь по сложному пути, легкий путь — это не про вас, поэтому здесь убирайте все надежды, что будет легко и непринужденно. Нет, ребята, осень,
дается нам не для того, чтобы наши надежды в конце лета разрушились, да. Здесь история того, что, конечно же, все те, кто не будет брать все те возможности в руки, которые будут к ним идти, для них это лето окажется на самом деле летом надежд, и таких будет больше, чем половина. Все те, кто пойдут в свое развитие, будут строить план на будущее, развиваться, двигаться. Ну, я думаю, такие люди меня тоже смотрят, и их достаточно, потому что, в принципе, и я в таком темпе сейчас живу, и мы все-таки притягиваемся друг к другу с примерными амбициями, да, поэтому, дорогие мои, развивайтесь, легко не будет, не прилетит волшебник в голубом вертолете, не скажет, что все будет легко и хорошо. Нет, ребята, особенно если мы перешагнули возраст 35+, все только сложнее. Поэтому ищите в мелочах радость, счастье, в любовных отношениях тыл, мудрость, расслабление и идите по жизни туда, куда вы хотите. Казалось бы, наш мир ускорился настолько и развился настолько, что нам должно быть гораздо проще и легче, чем поколению наших родителей, но из-за всего этого многообразия, то, что мы хотим вроде как охватить все, поэтому слишком много сил нам нужно тратить на это. Я желаю вам прекрасного лета, для того, чтобы оно было у вас продуктивным. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, но при этом, ребята, оставляйте дату, время, место вашего рождения и вопрос, тогда я точно на него отвечу. Самые активные, кто не может ждать, пока я отвечаю на вопросы, записывайтесь на консультацию, в описании канала ссылочка на сайт. Летом приятные цены на мои услуги. Буду рада вас видеть. Дерзайте, внедряйте и ни в коем случае не останавливайтесь, потому что летом еще все будет двигаться гораздо быстрее, чем осенью. Ребят, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.